Привет, ребята! А ну-ка признавайтесь, кто из вас любит сладкое? Если вы придерживаетесь правильного питания, это не значит, что вы должны отказаться от десертов. Просто вы должны сделать выбор больше в пользу полезных ингредиентов для ваших рецептов. Сегодня мы с вами приготовим 3 очень вкусных диетических десерта, которые не навредят вашей фигуре и точно понравятся любой сладкоежке. Мой любимый десерт — это брауни. И, конечно же, в поисках более полезного рецепта я попала на рецепт приготовления брауни с авокадо. Авокадо! Я решила попробовать, и вы знаете, не зря, потому что такие брауни с авокадо ничуть не отличаются по вкусу от настоящих, а учитывая то, что у нас только полезные ингредиенты, такие брауни будут гораздо полезнее. Итак, начинаем мы с того, что добавим в глубокую миску 2 спелых банана и разомнем их вилкой. Чем спелее они будут, тем слаще будет ваш десерт. Далее разрезаем 2 авокадо и добавляем их в банану. Если у вас есть блендер, то будет гораздо легче размешать все в нем. Также вбиваем 2 яйца и добавим чайную ложку экстракта ванили. В качестве сухих ингредиентов добавляем 1/2 чашки какао-порошка и 1 столовую ложку муки грубого помола. Теперь важно все тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Ну а любители шоколада могут добавить шоколадную крошку. Я советую выбирать черный горький шоколад, минимум 70% какао. Не забудьте оставить немного для украшения. Добавляем шоколад в смесь, перемешиваем и готовим формочку. Ее я заранее тоже присыплю какао-порошком. Отправляем брауни в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Проверяйте брауни на готовность деревянной палочкой. А для украшения я буду использовать растопленный шоколад и арахисовую пасту, которую быстренько сделала сама. Немного воды, арахис и готово. Для начала я распределяю растопленный шоколад по уже остывшему брауни и далее делаю точечки арахисовой пастой, которые потом размажу ножиком. Вроде бы получилось симпатично. И по желанию можете добавить измельченный арахис. Вот и все. По вкусу очень шоколадно, вкусно, питательно и самое главное, что полезно. Следующий рецепт высокобелкового десерта и перекуса для спортсменов – протеиновые батончики. Я готовлю их просто постоянно и, к сожалению, а может быть, наверное, к счастью, они очень быстро съедаются. В основном главные ингредиенты в этом рецепте не меняются, но иногда я добавляю другие ягоды, орехи или же любые другие полезные добавки, которые я только могу найти на своей кухне. Такие батончики я ем после тренировки, как перекус с чаем. Вкусно, полезно и очень удобно взять с собой. Для батончиков я буду использовать 2 целых яйца и 2 белка яиц. Если у вас нет протеина, то можете добавить больше белков. Гасим соду уксусом, добавляем ваниль и все перемешиваем. Далее добавляем 2 стакана овсянки и в процессе, если смесь будет слишком жидкой, можете ее немного добавлять. В этот рецепт я добавлю ванильный вкус бренда All Max 3 скупа, и в 3 порциях мы уже получим 72 грамма белка. Кстати, я оставлю вам ссылочку на этот протеин в описании и купон на скидку 5% на сайте iHerb. Далее добавляем наполнители. Следующий источник белка — измельченный миндаль, сушеная клюква, я люблю кисленькое, и семена тыквы. Вы можете выбрать свои любимые, конечно же, полезные продукты. Далее фольгу можете сбрызнуть немного маслом и мокрыми руками начинайте лепить батончики. Это очень просто. По этим пропорциям у меня вышло целых 12 батончиков, которые мы отправляем в духовку на 20 минут. А если у вас нет духовки, то обязательно попробуйте мой другой рецепт протеиновых батончиков без выпечки. Тоже очень вкусный. Готово! Дайте им немного остыть и по желанию можете добавить слой растопленного черного шоколада.
Батончики получились безумно вкусными, то, что нужно после тренировки. Ну и напоследок мы с вами приготовим очень милые и ароматные маффины в апельсине. Согласитесь, очень необычная идея, необычно смотрится. Ну и, конечно же, радует то, что начинка для нашего маффина подходит по всем правилам правильного питания. Начинаем готовить наши формочки. Вырезаем верхушку апельсина и вынимаем мякоть с помощью ножа и ложки. Осторожно, будет очень мокро. Мякоть нам, кстати, тоже пригодится. Ее мы превратим в сок, при этом добавим немного стевии. Ну а если у вас нет сахарозаменителей, можете добавить мед или кленовый сироп. Теперь готовим смесь. К 3 яйцам мы добавляем соду, гашеную уксусом, 1 столовую ложку порошка стевии, 1 стакан измельченной овсянки и пол-стакана целого зерна овсянки. Все перемешав, добавляем 2 столовые ложки йогурта и теперь вливаем немного сока апельсина. Он как раз придаст освежающий цитрусовый аромат нашим маффинам. Остатки сока можете с удовольствием использовать выпить. Далее я обворачиваю апельсины в фольгу и вливаю нашу смесь вовнутрь. Не заполняйте апельсины до краев, все-таки тесто немного поднимется. Отправляем маффины в духовку на 25 минут и наслаждаемся ароматом на всю квартиру. Арома свечи просто рядом не стояли. Ну что ж, наши маффины готовы, очень нежные, ароматные и, конечно же, полезные. Обязательно попробуйте этот рецепт. Ну что ж, как вам мои рецепты? Пишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше. Первый десерт, второй или третий. Ну и, конечно же, если вы будете пробовать все мои рецепты, то обязательно отмечайте меня на ваших фотографиях или в инстастори. Мне всегда очень приятно смотреть то, как вы повторяете мои рецепты. Ну и, конечно же, не забывайте, при соблюдении правильного питания можно и нужно есть то, что вы любите. Просто заменяйте вредные продукты на более полезные. Выбирайте более полезный способ приготовления вашей пищи, ну и, конечно же, следите за общим колоражем вашего рациона. Ну а я вам напоминаю, что вы можете поставить лайк этому ролику, если оно вам понравилось, и, конечно же, подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Также вы можете включить колокольчик возле этой кнопочки подписаться, чтобы при каждом ролике, который появляется на моем канале, вы получали оповещение на свой телефон. Тогда вы будете первым, кто прокомментирует мой ролик, и первыми, кто увидит всю полезную информацию. Так что обязательно это делайте. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!